Привет! Ну вот я пересмотрел, наверное, пяток разных видео по поводу 5 топ-советов по сведению. У меня есть своя версия, топ-5 советов, что нужно делать, чтобы получить хороший микс. Следующий момент. Никогда, возвращаясь к пункту громкостей, никогда не работайте на одной громкости. Когда мы работаем в кино, то звукорежиссеру кинопроизводства ему очень важно не потерять общий уровень и все время его ощущать в процессе фильма. Вот фильм идет 2,5 часа, и он должен контролировать все время этот уровень. Если он начнет двигать мастер-фейдер выше-ниже, он потеряется за 15 минут, и у него один диалог будет очень громко, другой диалог будет очень тихо, или наоборот, и так в процессе. Да? Для музыки это неприемлемо, наоборот. Наш слух очень быстро привыкает к громкости определенной, на которой мы работаем, и через 15 минут мы уже перестаем просто контролировать ситуацию, наш слух устает, мы перестаем слышать нюансы. Сделайте громкость так, чтобы вам было некомфортно, чтобы вам было неудобно, чтобы слух заставил себя адаптироваться под ту громкость, которую вы ему сделали. Самое простое, и что делает большинство начинающих музыкантов, они каждые 15 минут двигают мастер-фейдер все выше, выше, выше и выше, до тех пор, пока они не доходят до 120 дБ. Дальше уже некуда, дальше болевой порог. Они устают, и им становится плохо, а отсюда и микс весь разваливается. Понижение громкости работает точно так же, как и повышение громкости. Вам комфортно было на громкости 60 дБ. Вам по кайфу, вам хорошо, вы поработали 15 минут, все, вы перестаете слышать что-либо. Да? Вам можно подойти, выключить бас, и вы этого не заметите. Так тоже бывает. Так вот, опустите громкость еще ниже. Опять привыкли, слух привык, адаптировался, 15 минут прошло, опустите громкость еще ниже. Дальше ниже уже некуда. Тогда вернитесь на 85 дБ. 15 минут на 85, и можно опять снижаться долго. Это даст вам возможность не уставать и контролировать в течение достаточно долгого времени, в течение 2, 3, иногда 5 часов. Ваш слух не будет уставать, он не будет переставать слышать, да? Потому что он все время вынужден адаптироваться. Вынужден адаптироваться под то, что вы, собственно, слышите. Еще один прием. Это называется, Илья Лукашев это называет эффектом гостя. Смотрите, вы сводите 5 часов. Предположим, вы еще и автор этого трека. Вы в восторге от того, что вы сделали, вам все нравится. Вы говорите: о боже, какой же я крутой, какой я молодец. А дальше что? Сделайте вот что. Пригласите в студию постороннего человека. Неважно, кто это. Это может быть музыкант, а может быть и не музыкант. Это может быть просто уборщица, которая мимо проходила. Попросите ее послушать ваш трек. И ее присутствие заставит вас слышать этот трек ее ушами. Вы как бы будете слышать свой микс слегка со стороны. Вы будете понимать, это не я сводил, это кто-то там сводил. И этот эффект помогает вам услышать свои ошибки и свои недостатки. Еще раз, эффект гостя. Очень хорошая вещь, очень помогает тогда, когда начинают играть амбиции, у вас появляется самолюбие, проявляется, и вы не можете уже оторваться от своего микса и отойти в сторону и посмотреть на него со стороны. Человек, пришедший в студию, и вы ему запускаете фонограмму, моментально снимает с вас вот эти все симптомы, и вы слышите свой микс чужими ушами или чужими глазами. Последнее. Атаки инструментов. Атаки инструментов. Компрессия с медленной атакой позволяет нам выделить атаки инструментов. Для чего нам это надо? Это нам нужно по одной простой причине. Значит, смотрите, я думаю, что у каждого из вас в жизни когда-то был телефон с плавно нарастающим звонком. Когда он звонит, сигнал нарастает крайне плавно, и, соответственно, отражение от стен приходит к вам вместе с прямым сигналом. И в таком случае определить направление на источник звука, а где находится мой телефон, где находится телефон. Вы можете 10 минут бегать по квартире, искать свой телефон, и вы его не найдете.
Но как только я, допустим, находясь с вами в разных комнатах или в одной комнате большой, хлопну в ладоши, вы моментально можете отреагировать и показать пальцем, где я нахожусь. Потому что вот это фронт, это атака. Вот эта атака дает возможность вам точно локализовать инструмент, который находится, может быть, слева, может быть, справа, может быть, еще где-то. Поэтому выделение атаки на инструментах позволяет улучшить читаемость вашего микса. Применяйте компрессию на выделение атаки, ну, практически на всех инструментах, кроме струнных. Да? То есть щипковые, арпеджаторы, синтезаторы, ударные инструменты. Это позволяет улучшить читаемость и ясность микса. Ну, вот такие мои 5 топ-советов. Я понимаю, что показываю их на доске, это не все понятно. Поэтому в следующем видео мы сядем с вами в студию, и я на примерах покажу, как это все работает и как этим пользоваться. Теперь давайте поговорим о том, как острота инструментов влияет на их читаемость. Вот посмотрите, у меня стоят компрессоры почти на каждой дорожке. Вот эта гитара. На ней стоит компрессор с атакой 2 миллисекунды. Это такая атака фронт, когда вы... по компрессии, кстати, очень много видео. Кому интересно, зайдите в плейлист. Там огромный набор видео по компрессии, по разным видам компрессии, по применению компрессии, в каких случаях какой вид лучше применять. Здесь я применил компрессию фронт с атакой 2 миллисекунды, релиз 30. Вот посмотрите, как он повлиял на гитару. Вот эта гитара была исходная. Момент касания струны, он сейчас выделился, да? То есть появились вот эти транзиенты, которые позволят потом очень хорошо читаться этой гитаре внутри микса. Плюс сгладились акценты, там, где он делает та-дам, та-дам, они стали ровнее. Вот она грубовато звучит, а теперь она звучит мягче. И мы больше слышим атаки. То же самое я сделал с вот этой гитарой. Такая же здесь компрессия. Совсем нет атак. А теперь есть атаки. Что у нас на нейлоне? Нейлон мы оставили без компрессии. Ну вот, собственно, и еще одно, как это все влияет еще и на ударные инструменты. Посмотрите на дорожку хэта. Вот изначально хэт у нас был без компрессии, и он выглядел вот так. Сильная доля чуть громче слабой доли, и она раскидана по панораме, а сейчас мы слушаем моно, поэтому мы этого не слышим. Ну вот, вы послушали каждый инструмент отдельно, а теперь и по поводу снейра тоже. На снейре у нас тоже стоит компрессия. Ну, на кике пока нет компрессии. И давайте теперь послушаем этот микс на предмет читаемости со всеми плагинами и без всех плагинов. Идем по порядку. Значит, я включаю всю ритм-секцию, включаю пиано, гитара, гитара, гитара и нейлон. И мы проходим весь микс от начала.
теперь в общем миксе подключаю отдельные плагины, допустим, на хэте. Отключая компрессии на хэте, он становится тяжелым и выдвигается вперед. Компрессия как бы выделяет атаку и дальше прячет его внутрь. Вот, если я буду делать без компрессии, мне придется его сделать тише. И все равно он будет тяжелым. То же самое на снейре. Ну и теперь то же самое в стерео. Отключаем наш плагин. Ну вот, читаемость малого стала лучше. Head. И не забывайте про эффект гостя. На этом на сегодня все. Всем хороших миксов. В следующем видео мы с вами разберемся с вокалами, с бэк-вокалами, с хорами. Тут очень много хоров. Есть концертная запись хора, есть студийная запись хора, и есть еще отдельно партии бэк-вокалистов. Но это просто будет уже перебор на сегодня. На этом все. Всем пока.